Катались ли вы целый день на аттракционах так, чтобы прям до тошноты? Я лично не могу похвастаться такими достижениями. В сегодняшней игре вам предоставляется такая возможность. Тут даже у игроков есть специальный трек. Если вас начинает мутить по максимуму, вы не сможете дальше кататься, а значит не сможете набирать очки в игре Парк Паэлья. Паэлья Парк – соревновательная игра для 2-5 игроков, действие которой происходит в вымышленном парке развлечений в испанском городе Валенсия. Авторы игры пропитали ее духом, мифами и легендами этого города, но смешали все с тематикой зомби и прочих гадостей. Тут есть королева зомби, болото костей, канализационные горки, море соплей и так далее. В общем, вот такой тематический парк. Игроки выбирают компоненты своего цвета и ставят одного своего мипла на входе в парк, а второго на трек времени ожидания. Вот тут размещается еще один жетон, который обозначает, насколько вас тошнит, и вообще этот трек называется бливометр. В центре игрового стола располагается карта парка аттракционов, по которой мы будем перемещаться. Парк разделен на 4 зоны. В начале игры вы из колоды карт времени достаете случайным образом 4 карты, перемешиваете, кладете в центр и открываете верхнюю. Да, вот их рубашка, вот верхняя сторона. Каждый раунд из этой колоды будет открываться новая карта. Таким образом, мы сыграем 4 раунда. Это в стандартной версии, есть еще укороченная, но я не буду сейчас останавливаться на нюансах. На открывшейся карте указано несколько важных вещей. Во-первых, тут указано, где находится королева зомби. Она у нас начинает вот здесь. Сколько вы проведете времени в ожидании в очереди на аттракционы в разных районах парка, и обязательно какая-то одна из 4 частей парка обязательно находится на техническом обслуживании. Аттракционы в этой части парка не работают, и вы обозначаете это вот такими вот жетонами ремонта. Остальная информация на карте касается времени ожидания на тех или иных аттракционах. Они разделены на 2 вида – обычные и именные. И вот в этом раунде на именной аттракцион, вот здесь, который называется Пассаж де Бутони, время ожидания 30 минут. На все остальные аттракционы без имен время ожидания 10 минут и так далее. Каждый игрок получает себе лист для подсчета очков. 2 случайные карты покупок, вот таких. Мне вот сегодня достались пилюли от рвоты и возможность повернуть колесо, о котором я чуть попозже расскажу. По одной основной миссии и 2 дополнительные, причем вы можете их оставить себе, а можете отказаться, хоть от обеих. Вы при желании можете себе добыть другие миссии в процессе игры вот из этих 2 стопок. Здесь по одной карте на каждого игрока в каждой стопке дополнительных есть. Рядом с игровым полем располагается колесо Паэльи. И на этом подготовка заканчивается, и вы готовы играть в игру Паэлья Парк. Цель игроков – добыть себе больше всех очков. Вы получаете их, посещая различные локации в парке и выполняя миссии, которые вы себе получили в начале игры. Чей сейчас ход определяет положение миплов на треке времени. Трек разделен на минуты – 10, 20, 30 и так далее. Ходит всегда тот игрок, чей мипл стоит в более ранней зоне, но занимает в ней первую позицию. Ну, то есть вот сейчас, понятное дело, ходит первым желтым. Если бы ситуация была вот такая, то первым ходил бы красный игрок, потому что он находится раньше, но стоит в очереди в этой зоне первый. Любое действие в игре занимает какое-то время. И когда вы его выполняете, вы перемещаете своего мипла на соответствующее количество минут. Если в той зоне, например, вот такая опять ситуация была, и у нас красные перемещаются в эту зону, если в этой зоне чей-то мипл уже есть, вы занимаете очередь за ним. И так происходит до тех пор, пока последний игрок не пересечет секцию 110 минут. После этого открывается новая карта раунда,
и игра продолжается вот так 4 раунда. В свой ход игрок может выполнить только одно действие из двух возможных вариантов. Это либо переместиться по дорожкам парка, либо посетить локацию. Переместиться можно не просто на соседнюю клетку или на какое-то случайное количество клеток, бросив кубик, например. Вы сами выбираете, на какое количество шагов вы хотите переместиться, но каждый шаг будет стоить вам времени. Перемещение от одной клетки до 4 – 10 минут, от 5 до 7 – 20 минут, от 8 до 10 – 30 минут. Дольше 10 локаций за один ход перемещаться нельзя. Переместив мипла по карте, ну допустим, вот желтый игрок походил на 1, 2, 3, 4, 5. Переместились по карте, вы тут же перемещаете другого своего мипла на треке времени и передаете ход другому игроку. Желтый переместился на 5 клеток, 5 клеток это 20 минут, 10-20 минут, вот он занял клеточку вот здесь. После этого вы передаете ход другому игроку. Некоторые локации соединены паровозиками или корабликами. Они как порталы соединены между собой и позволяют перемещаться между ними, не тратя на это время. Оказавшись в локации, вы сможете, но уже в следующий свой ход, посетить это либо представление какое-то, либо какие-то американские горки и так далее. Локаций на карте 6 видов всего. Это аттракционы, представления, информационные центры, кафе, магазины и фотобудки. Начнем с того, что попроще. Если вы, например, вот здесь в магазине, вы можете зачеркнуть одну из монет у себя на листочке, потратить 10 минут, да, так, потратили 10 минут, взять 3 карты покупок, из этих 3 карт оставить себе одну, оставшиеся 2 вернуть обратно под низ колоды. Если вы пришли в информационный центр вот сюда, вы выбираете из стопки этого центра 2 карты дополнительных миссий. Одну оставляете себе, вторую возвращаете обратно в эту стопку. С миссиями проблема в том, что если вы ее выполняете, да, вы получаете какие-то дополнительные бонусные очки. Но если вы их не выполняете, вы эти очки у себя, наоборот, вычеркиваете. Эти действия тоже стоят вам 10 минут. Еще одно простое действие – сфотографироваться с королевой зомби. В начале раунда она оказывается в одной из локаций парка, соответственно, в этой карте. И если вы начинаете свой ход в локации с королевой зомби, вы просто получаете за это очки, а саму королеву возвращаете в ее комнату отдыха обратно. Получается, что сфотографироваться сможет только один игрок в раунд. При этом количество очков, которые он получит, зависит от того, в какой момент раунда это произошло. Чем ближе находится мипл игрока, который сфотографировался к концу раунда по треку времени, тем больше очков он получает. Ну, то есть вот здесь, если вы сфотографировались 3 очка, здесь 6 очков, здесь 9, здесь аж на 12 очков. Стоит это действие тоже 10 минут. И если вы сможете так подгадать, что сфотографируетесь ближе к концу раунда, то сможете неплохо заработать очков, но нужно опередить других. Самое ценное действие – это, конечно, посещение аттракционов. За каждый аттракцион вы получите очки, плюс тот, кто первым посетит все аттракционы и представления в одной зоне парка, получит бонусные очки. Плюс на картах миссий тоже есть бонусные очки, которые вы сможете получить. Вот здесь, например, я получу 3 бонусных очка, если я за всю свою игру посещу 3 аттракциона водных, плюс еще посещу 3 каких-то представления. В общем, красота, но есть нюансы. Аттракционы отнимают много времени, поэтому вы можете попытаться пройти на аттракцион без очереди. Для этого вы называете количество минут, которые хотите сократить, и крутите колесо паэльи. Если выпадает значок с фуражкой охранника, вас ловит, и вместо сокращенных минут вы получаете штрафные. Ровно столько, сколько вы назвали. Кроме того, каждый аттракцион имеет уровень укачивания. Он указан вот прямо здесь. Вот здесь, например, уровень укачивания 3. И если на колесе выпадает недостаточно минусов, как здесь вот у меня минус 2, чтобы покрыть этот уровень, вас тошнит. Вы перемещаете свой жетон по блевометру на получившееся значение, и если уровень достигает максимума, вам становится по-настоящему хреново. Вы зачеркиваете значок медпомощи
вот здесь на своем листочке и теряете драгоценное время. Кроме того, вы не сможете больше кататься на аттракционах до тех пор, пока не успокоите свой желудок, посетив одну из кафешек в парке. Кафешки обозначаются вот такими значками. Тогда ваш уровень тошноты обнуляется, и вы снова готовы к приключениям. Поэтому периодически заходить в кафешки и обновлять свой трек тошноты очень даже полезное действие, но на это тоже приходится тратить время. Но и это еще не все. Если вас стошнило, достается не только вам, но и одному любому сопернику на ваш выбор. Вы и выбранный вами приятель рисуют у себя на футболке пятнышко. И за каждое пятно в конце игры вы получите по -1 очку. И только после этого вы можете вычеркнуть очки за этот аттракцион на листе подсчета очков и передать ход другому игроку. Еще один вариант посещения – это представление. Они все длятся 20 минут, но начинаются в разное время. Вы можете посетить представление, если на момент вашего хода ваш мипл на карте находится в локации с представлением, а мипл на треке времени в той же зоне, что и время начала представления. Вернее так, если вы опоздали и ваш мипл по времени убежал вперед, то тут уж ничего не поделаешь. А вот если мипл еще не дошел до нужного времени, то можно его туда передвинуть. Это называется посетить ранний показ. Да, это может быть излишне расточительно по времени, но иногда крайне необходимо, чтобы закрыть все локации в зоне парка, например, или выполнить какую-то миссию. Ну, например, вот это представление начинается в 60 минут. Желтый мипл на 60 минут уже точно опоздал, потому что он находится в зоне 70. Вот если красный, например, пришел бы вот сюда на это представление, то есть вот начинается его ход, представление начинается ровно в 60 минут, он, несмотря на то, что находится сейчас на 30, может прямо сразу на 60 перескочить, плюс еще 20 минут потратить на само представление, потому что любое представление длится 20 минут. И вот тогда он спокойненько может у себя на листочке это представление вычеркнуть и получить за него победные очки. По окончании представления нам снова предстоит крутить колесо. Но не волнуйтесь, никакой тошноты нам не грозит, наоборот, мы ничем не рискуем. Тут нам предлагают ознакомиться с рецептом традиционной валенсийской паэльи. Оказывается, этот рецепт включает в себя курицу, кролика, улиток, помидоры и зеленую фасоль. Вы называете вслух один из перечисленных ингредиентов, крутите колесо, и если после вращения колеса выпадает именно тот компонент, который вы назвали, вы получаете бесплатный бонус в виде карточки покупки. Вот этот смешной дядька, между прочим, легендарный валенсийский телеведущий Жоан Монлеон. Во время своего хода в последнем 4-м раунде вы можете завершить свое участие в игре, заняв любое свободное место на шоу фатальных фейерверков. Ну, выгоднее, чем больше здесь цифра, тем, естественно, выгоднее. Поэтому, чем раньше вы заканчиваете игру, тем больше очков дополнительных вы получите. Но это нужно сделать до того, как вы пройдете отметку в 110 очков на треке времени, иначе на шоу вообще не попадете. Поначалу мне, конечно, показалось, что авторы погорячились с этими тошнотно-блевотными отсылками в игре, что в попытке сделать что-то оригинальное и тематичное переборщили, и для кого-то это останется важным. Я свое мнение в итоге поменял. Нет, игру все-таки нужно показывать разным компаниям с осторожностью. Не все готовы с юмором воспринимать вот этот юмор, да, но для большинства игра окажется приятным сюрпризом. Те, кто захочет найти в ней юмор, найдет. Кто захочет легкую гонку за очками, найдет. Кто будет искать способ проявить умение планировать свои действия и оптимизировать их с целью получения максимального количества очков, в зависимости от меняющихся ситуаций на игровом поле, тоже не будут разочарованы. Европейские авторы в очередной раз доказали, что могут создать что-то оригинальное, нешаблонное и смелое. Я про оформление и про тематику, и про игровой процесс. Игра, несмотря на простоту и кучу рандома, предлагает любопытные игровые ситуации, где нужно просчитать план действий так, чтобы опередить соперника, увести у него из-под носа что-то важное или обогнать его на несколько очков за счет какого-то хитрого хода. И вот это сочетание тонкого расчета, случайностей в игре и проверок на жадность дают нам в итоге очень азартную, оригинально оформленную игру, которая понравится и взрослым, и детям.
А на этом у меня сегодня все. С вами был Дмитрий и канал Geek Media. Играйте в настольные игры. Всего вам хорошего. Пока-пока.